Братья и сестры, наверное, многие из вас знают уже, что сегодня, в этот период отдания праздника воздвижения креста Господня в Ульяновской области, названной в честь того, кто первый начал на Руси пилить и низвергать кресты. Причем не только на храмах, но и в языке убрали их, как вы помните, убрали ядь, спилили крест 3-й раз. Что Господь этим показывает? Еще и в такие дни такого праздника, воздвижения, креста Господня. Для чего Господь такое попускает? Для того, чтобы они уже, люди, которые за эту власть, чтобы они уже никакого оправдания пред Богом не имели. Господь попускает этим властям спилить крест. И теперь поэтому, кто будет прослушивать информацию, эту, и знать, что эти власти спилили крест, и после этого говорить, что там правильно, что там борются с этими сектантами, или просто махнет рукой и пойдет, или еще как-то проигнорирует, он уже не будет иметь оправдания пред Господом. Как бы люди не относились к нам, какими мы бы не были в их глазах, но если люди заявляют, что они православные, а мы сектанты, если они претендуют на то, что они православные и борются с нами, то как же они тогда могут относиться спокойно, равнодушно, а тем более еще и, не дай Бог, соглашаться с таким кощунством, с тем, что спилили крест? Какое им после этого будет оправдание уже пред Господом? Господь и показывает, людям открывает, что воистину это власть Антихристова. Ведь если они рубят кресты, кто может срубить крест? Кто может поднять руку на крест, срубить его? Только Антихрист, только Антихристова власть. И посмотрите, как они действуют лукаво. Они ставят где-то там кресты, как бы официально, над дорогами, эти власти. Они как бы заявляют о том, что они православные и ставят кресты. Значит, по логике они должны верить в силу креста, в силу животворящего креста Господня. Как же тогда они тут ставят, а тут спиливают? Значит, они сами себя этим обличают. Если они верят в силу креста, в крест животворящий, то что, как можно руку на него поднять? Значит, для них крест ничто. Значит, для них крест просто там какая-то деревяшка или не знаю что. А может быть наоборот, он их поджигает. Или что? И как это объяснить? Объяснить так, что они этим сами себя обличают, что они не православные, что они лукаво поступают, что этот Антихрист, он путает, действительно всех путает, в одном месте позволяя, и то это пока, потому что зная по пророчествам, что все кресты будут убирать. Это до поры до времени, скоро и на дорогах все кресты поубирают. Посмотрите, как удивительно, где начало в Ульяновской области. Как символично, не правда? Помните, как царь-батюшка говорил, много раз говорил, они никого не помилуют, обращался, братья, сестры, поймите, эти власти, они никого не помилуют. И сейчас хочется сказать, конечно, если они подняли руку на крест, что может быть страшнее? Братья и сестры, сами подумайте, если человек считает себя православным, как это страшно поднять руку на крест и спилить, это кем надо быть? Это нужно быть иудействующим, только так. Если они не боялись пилить крест на 3 части, распиливать, то они, конечно же, не пожалеют никого. Если они креста не боятся, если Господа настолько не боятся, конечно, Господь поругаем не бывает, но если Господь такое им попускает, то для чего? А для того, что люди, которые будут видеть
что вот эти власти, которые нас осуждают, но спиливают кресты, люди, которые будут соглашаться с этими властями, уже не будут иметь никакого оправдания пред Богом. Разве может православный с этим согласиться? Об этом у нас представители иудаизма, а иудаизм одна из наших традиционных российских религий, что фактически в законе отражено, ведут очень активную общественную, религиозную деятельность. У нас, как вы знаете, в 2012 году на базе еврейского центра открылся музей толерантности. Я сам там бывал и должен сказать, что он производит большое впечатление. Кто с этим согласится, значит, он доказывает, что он иудействующий, а иначе как? Потому что именно они против Христа, именно они распяли на кресте Господа нашего Иисуса Христа. Вот кто такие иудействующие? Это те, у кого отец дьявол. Нет никакого бога зла, там сатаны там, или ангелы такого, да? В иудаизме этого не существует. Мы понимаем, что зло в этом мире – это неотъемлемая часть добра. Другими словами, если перевести просто на язык простое понятие, зло – это наша свобода воли. Все это является несоответствием идеалу. То есть, другими словами, сам факт существования нашего мира, он и есть зло. Потому что наш мир, как вы правильно сказали, в принципе не соответствует своему идеалу. И вот это несоответствие, оно называется в иудаизме зло. То есть источник зла – это Бог, не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. То есть не бывает, с точки зрения иудаизма, не бывает зла. То есть, значит, зло. Это наша возможность стать лучше, что-то быть лучше. А для того, чтобы быть лучше, нужно уметь быть худшим. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Вот и у антихриста отец дьявол. Вот Господь и разделяет одних с антихристом, других со Христом. А значит, с царем, которого Христос и послал. Вот оно, разделение сейчас происходит, о котором говорил батюшка Серафим Саровский. Искренне убежден, что у нас, представителей разных религий в России, у государственных властей и общественности имеется общая заинтересованность в том, чтобы межрелигиозный и межкультурный диалог служил созиданию мира и достижению согласия. Мы все хотим, чтобы отношения между верующими традиционных религий были взаимоуважительными и доброжелательными. Для этого у нас есть необходимые прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, что есть добро и что есть зло. Вот это фундаментальный момент. У нас в каком-то смысле общая система нравственных ценностей. Общего понимания, что есть добро и что есть зло. Вот это фундаментальный момент. У нас в каком-то смысле общая система нравственных ценностей. Конечно, окрашенная в какие-то культурные тона, конфессиональные, но по сути развлечение добра и зла в наших религиях одно и то же. Но по сути развлечение добра и зла в наших религиях одно и то же. Мы лидеры традиционных религий России. Хорошо осознаем весь трагизм происходящего сегодня на Ближнем Востоке. А потому не имеем права допустить в нашей стране призывов к вражде и проявлениям ненависти на религиозной почве. И слава Богу, за исключением каких-то совсем маргинальных групп, ничего подобного в России не имеет места. Наши единоверцы видят нас, сидящих сегодня за одним столом, в диалоге друг с другом, с главой государства. Это вообще такой уникальный пример того,
как взаимодействует российское государство с религиями, представленными на территории России. Мы ведь вместе свидетельствуем об отсутствии принципиальных разногласий. Мы ведь вместе свидетельствуем об отсутствии принципиальных разногласий, в том числе по вопросам, связанным с общественной жизнью. Более того, как я уже сказал, у нас много общего вопросов нравственности, а общим врагом мы считаем грех, подлинное зло, поражающее душу человека. Хотел бы вместе с вами, ваше превосходительство, а также с братьями, которые сегодня здесь присутствуют. И воистину Господь никого не помилует после того, что они творят с крестом. Не мы, а Господь их не помилует, потому что они подняли руку на крест. Что они после этого могут сказать в свое оправдание? И все эти люди, которые находятся в РФ, которые поют песни православные, там всякие концерты эти сейчас очень популярно, да, все это. Ходят в храмы, все такое роскошное православие. Что они скажут, соглашаясь с этими властями? Никакого оправдания пред Богом не будут иметь, потому что это лукавство пред Богом. Как можно идти в храм, подходить к кресту и целовать, и соглашаться, что да, вот, это, вот там правильно эти правоохранительные органы делают, они борются с преступниками. Как можно будет? Это же какое лукавство пред Богом? Вот и Господь и попускает им такое, чтобы уже никто не имел оправдания пред Богом.